Снова доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас в программе консоль PlayStation 2 и десятка ее лучших игр. Это уже 4-я серия нашего ретро-сериала по лучшим играм. Но можно ли сегодняшние игры считать ретро-играми? С одной стороны, они вроде бы и не такие старые, а с другой, черт побери, некоторым из них в 2021 году исполнится уже 20 лет. Боже, какой же я уже старый, а ведь будто только вчера в них играл. Что ж, по традиции напоминаю, что это не совсем топ. Игры располагаются не от худшей к лучшей или наоборот, а являются десяткой одинаково крутых игр, по моему мнению. Начинаем. Игра номер 1. Точнее, это 3 игры в рамках одной серии. Devil May Cry. Эта легендарная игра находится в жанре слэшер, где нам предстоит управлять наполовину человеком, наполовину демоном по имени Данте. Основная его работа – охота на демонов. Несмотря на свои демонические корни, Данте не жалеет тех, на кого охотится. Он умелый воин, хорошо владеющий многими видами холодного и огнестрельного оружия. А еще разработчики прописали этому парню харизму 99 уровня. Лично я не могу называть эту игру простым рубиловым, каким очень часто бывают игры в жанре слэшер и битэмап. В игре довольно интересный сюжет, много потрясающих персонажей, не считая самого Данте. Противники очень интересные и сложные. В игру не скучно переигрывать много раз, что мы и делали. Сей шедевр был крайне положительно принят критиками и игроками, которые оценили его сложность и инновационный для игр-боевиков тех лет игровой процесс. Даже в наши дни эти игры выглядят и ощущаются просто шикарно. Кстати, на все основные платформы вышел сборник трилогии Devil May Cry HD Collection. Думаю, намек вы поняли. А музыка здесь, ребят, я уже очень давно заметил, что музыка, саундтреки, которые пишутся для многих легендарных игр, это как отдельный вид искусства, и игра Devil May Cry не является исключением. Игра номер 2. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Игра была эксклюзивом для PlayStation 2 до того, как ее растаскали по другим платформам. Но на персональные компьютеры эта игра так и не вышла. Как и все Metal Gear, этот опередил свое время, буквально по всем пунктам. Эмоциональность, внимание к мельчайшим мелочам, закрученность сюжета, графика, спецэффекты, даже схватки с боссами являлись чем-то уникальным. Именно по этим причинам эту игру помнят и с удовольствием переигрывают до сих пор. Между прочим, Дэвид Хейтер, актер озвучки главного героя, был номинирован на премию Academy of Interactive Arts and Science за выдающиеся успехи в озвучивании персонажа в этой вот игре. Действие игры разворачивается в августе 1964 года. В скандал вокруг постройки Советским Союзом гигантского танка «Шагоход», способного стрелять ядерными ракетами с любой местности, помимо США втянуты еще несколько держав. Задача главного героя, получившего кодовое имя Naked Snake, восстановить баланс сил и предотвратить эскалацию конфликта, грозящего перерасти в Третью мировую войну. В итоге наш герой отправляется на территорию Целиноярска. Вот и я также настоятельно рекомендую тем, кто в эту игру не поиграл до сих пор, отправиться на территорию Целиноярска, восстанавливать баланс сил и предотвращать эскалацию конфликта, потому как в эту игру обязан поиграть буквально каждый. Потом скажете мне спасибо. Ну, а мы движемся дальше. Следующая игра Resident Evil 4. Стоит отметить, что игру изначально выпускали на консоли GameCube, а на целых полгода была эксклюзивом только для этого куба, и уже потом она вышла для PlayStation 2. Но что-то как-то GameCube ни у кого никогда не было. Я за всю жизнь не видел ни одного магазина, где продавалась бы эта приставка, и не знал ни одного человека, у кого бы она была. Ну, во-первых, игра Resident Evil по умолчанию является крутой игрой просто потому, как это номерная часть серии Resident Evil. Во-вторых, в ней есть Леон Кеннеди. Этого персонажа любят буквально все поклонники резика. В-третьих, нам завезли новый геймплей с камерой из-за плеча. В отличие от предыдущих игр серии, в 4-й части был добавлен лазерный прицел, позволяющий целиться в различных направлениях и легко менять его размещение в любое время. Пули воздействуют на врагов в зависимости от того, куда они попали. Выстрел в ногу может заставить врагов споткнуться, в то время как выстрелы в руки заставят их выронить оружие. Это было очень реалистично. Также нам завезли динамические внутриигровые видео с элементами Quick Time Event, в которых игрок должен нажимать кнопки, отображенные на экране, чтобы выполнить действия, такие как уклонение от падения валуна или в борьбе с врагом, чтобы герой выжил. Подобные сцены включены во многие сражения с боссами, где игрок должен избегать мгновенных смертельных атак. Все вышеперечисленное отсутствовало в предыдущих играх Resident Evil, и в 4-й части все нововведения очень освежили серию. Кстати, в 2022 году ожидается ее ремейк, который на данный момент считается самым масштабным ремейком от компании Capcom. Это их собственное заявление, я просто процитировал. А так как для многих именно 4-я часть является любимой, то это настоящий подарок. Лишь бы ничего не сорвалось, и мы ее таки дождались.
Игра номер 4. Final Fantasy X, ну или Final Fantasy X. Называйте, как вам больше нравится. Юна. Я очень надеюсь, дорогие мои подписчики, что вы посмотрели мое прошлое топ-видео, где я подробно рассказывал об основной фишке всех игр Final Fantasy. Но если в двух словах, то вы можете запускать любую часть игры и спокойно играть, игнорируя все, что было до этого, потому как игры не связаны между собой мирами и сюжетами. Final Fantasy X — это первая игра серии, в графическом оформлении которой была полностью использована трехмерная графика, а также диалоги, озвученные актерами. Final Fantasy X является одной из самых покупаемых игр для консолей. Кроме того, читатели японского журнала Famitsu, посвященного видеоиграм, отметили ее как лучшую игру всех времен. Учитывая громаднейшие размеры этой игры, я все равно прошел ее 4 раза. Нам, между прочим, с 2014 по 2016 год на все платформы, кроме Xbox, запилили очень хороший ремастер. Господа пекари также могут приобрести все это дело в Steam за смешные деньги, что я, в общем-то, и сделал. И 2 раза с тех пор сие творение перепрошел. Кстати говоря, на консоли PlayStation просто невероятное количество классических японских RPG, и практически каждую из них можно отмечать отдельно, но никакого времени на это не хватит. Игра номер 5, точнее игры God of War 1 и 2. Игры до сих пор являются консольными эксклюзивами, кроме как на PlayStation 2, а далее на PlayStation 3 и PlayStation Vita они больше нигде не появлялись. Геймплейно игры вообще никак друг от друга не отличаются, вторая часть просто продолжает сюжет первой части. Сеттинг основан на греческой мифологии, действие начинается и продолжается на территории Древней Греции. Главный протагонист Кратос, спартанский воин, служащий олимпийским богам. По наставлению богини Афины Кратос должен уничтожить текущего бога войны Ареса, чтобы получить прощение олимпийских богов. Кратос, конечно же, соглашается, поскольку Арес причастен к убийству его семьи. В итоге наш герой отправляется в опасное путешествие, чтобы заполучить легендарный ящик Пандоры, дающий огромную силу. Игра является представителем жанра Hack and Slash, в котором особое внимание уделено уничтожению большого количества противников при помощи различных комбо-атак, которые можно совершать клинками хаоса, основным оружием Кратоса, и любым оружием, подобранным во время игры. God of War является одной из самых продаваемых игр для приставки PlayStation 2. Игра разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий, она получила несколько наград Игра года и считается одной из лучших игр жанра Action-Adventure. Помимо геймплея, игру оценили за графику, звуковое сопровождение и сюжет. Кстати, нам еще с 2005 года после выхода первой части игры начали обещать крутую экранизацию с нехилым таким бюджетом. Резина очень долго тянулась, а последнее упоминание было зафиксировано аж в 2012 году, где не было ни режиссера, ни актеров, ни даты, но сценарий был готов. Стоит ли ждать нам это кино в дальнейшем, одному богу войны известно. Движемся дальше. Игра номер 6. Наверное, единственная в своем роде игра, где, к огромному удивлению для всех, появился сам Жан Рено. Это игра от компании Capcom Onimusha 3 Demon Siege, который объединяет в себе жанр экшен, слэшер и приключения. История данной серии обычно сосредоточена на древней Японии, где мы элегантно рубим толпы врагов. Цель главного героя, которого зовут Самоносуке Акети, уничтожить своего врага, который желает завоевать Японию вместе с армией демонов. Однако, эти хреновые демоны из древней Японии переместились в Париж в наши дни и начали всех кромсать. И вот тут уже в дело вступает французский офицер полиции Жак Блан, которого и сыграл Жан Рено. На тот момент Жану Рено было 55 лет. Знаменитый актер на территории Франции участвовал в сессиях Motion Capture для этой игры. На нем был черный облегающий костюм с датчиками и 12 камер, которые следили за каждым его шагом. В итоге главный герой, Жак Блан, получил лицо и мимику Жана Рено. Также актер озвучил французскую речь главного героя, а английская речь героя была озвучена другим актером из-за того, что у Жана Рено в то время был плотный график. На разработку вот этой игры Capcom отпустила такие деньги, что хватило бы снять блокбастер известного голливудского режиссера. Действие игры переносится из средневековой Японии в современную Францию. Действительно, те, кто уже был знаком с сериалом, испытали легкий шок. Монстры атакуют Париж, горожане в панике. Жан Рено отбивается из последних сил плечом к плечу Самоносуке Акети. Господи, что происходит вообще? Я уже который раз ловлю себя на мысли, что очень хочу переиграть во многие игры из своих же видеотопов, потому как когда я о них говорю, во мне просыпаются ровно те же эмоции, которые были, когда я в первый раз в них поиграл.
Игра номер 7. Xenosaga. Это еще одна игра из жанра классических японских РПГ. История данной очень длинной и интересной игры стартует в 21 веке, когда археологическая экспедиция находит в Африке артефакт неизвестной цивилизации, скорее всего инопланетной, погруженной до этого в озеро. Далее, спустя 4 тысячелетия, когда человечество уже давно вышло в космос, люди снова сталкиваются с этими артефактами, названными Зохар. При соприкосновении с ними люди исчезают. В игре множество действующих лиц, как второстепенных, так и ключевых. Игровых персонажей всего 6, каждый обладает какими-то особенностями, делающими его не похожим на других. Игровой процесс типичен для японской ролевой игры, но имеет ряд специфических и уникальных отличий. Партия героев, представленная лидером, перемещается по карте. Игровой процесс сочетает как обычное исследование локаций, так и необычные задачи. Стелс-миссии, когда требуется избегать врагов, потому как столкновение с ними может быть неизбежно смертельным. Или аркадные моменты, типа убежать от преследователей, минуя препятствия. Все враги видны на карте и отображаются на радаре. Стычки с ними можно избежать, если перейти с бега на бесшумную ходьбу и незаметно проскочить за спиной противника. В случае стычки действие выносится на отдельную арену, где происходит пошаговое сражение, что мы уже давно наблюдаем в играх серии Final Fantasy и многих других. Особенно большое место уделяется сюжету. В игре очень много длительных, неинтерактивных видеовставок, где раскрываются отношения героев и их внутренние переживания. Это роднит игру с кинематографом. Также ее смело можно называть научно-фантастической. Она получила признание игроков и высокую оценку критики в первую очередь благодаря глубокому сюжету, тщательной проработке персонажей и множеству аллюзий и отсылок ко всем областям человеческой культуры, от религии до квантовой физики. Игра была, есть и остается эксклюзивом для PlayStation 2, но, к счастью, в современном мире всегда есть возможность в нее поиграть, если вы понимаете, о чем я. Игра номер 8. Это боевик с очень громким названием Killzone. Это эксклюзив для приставки PlayStation. Killzone является классическим шутером от первого лица. Персонаж может носить с собой 3 вида оружия одновременно, при этом на основном оружии имеются подствольные крепления. Игра отличилась своим сценарием, который был очень неплох для игры в жанре боевик, также звуковым оформлением, визуальными эффектами, со стилем и окружением, графикой игровых локаций и оружия. В игре присутствовала длительная одиночная кампания, интересная история и художественная режиссура, также красочные боевые действия. Многие в те годы, как просто игроки, так и критики, почему-то ругали эту игру за тяжелую сложность. Но камон, ребят, тяжелая сложность — это очень относительное понятие. Все познается в сравнении. Чтобы люди поняли, что такое по-настоящему сложно, им нужно поиграть в The Evil Within на сложности Акуму. Я вас уверяю, вот все эти диагнозы с фразами типа «Ой, эта игра слишком сложная» лечатся сложностью Акуму. Когда вы ее пройдете, практически любая игра для вас перестанет быть сложной. Ну еще можете поиграть в сложнейшие уровни в игре Super Mario Bros., где даже азиаты с трудом вывозят. Alright, kill the fucking Goomba. Okay, we gotta get in the corner there and then over there. Oh, that was sweet. Yeah, fuck that. Yes. Alright, here we go. I get up and haha, up and over. Oh, fuck you. Yes. Alright, I can up no. Fuck. Who did that? А игра Killzone получила многочисленные продолжения, но только в рамках всеми нами любимых консолей PlayStation. И игра номер 9, точнее это снова 2 игры одной серии, Front Mission 4 и Front Mission 5. Это прекрасная тактическая ролевая игра, выпущенная компанией Square Enix. Во многом напоминает предыдущие номерные части серии. На небольшой карте, поделенной на квадраты, проходят сражения ванзеров. Это большие боевые роботы. Существенным нововведением является система связок, позволяющая нескольким юнитам атаковать одновременно. Нечто подобное уже было в игровом процессе Front Mission 3, но там комбинационные атаки создавались посредством специальных способностей определенных ванзеров. Здесь же совместные нападения могут провести любые ванзеры с разным оружием. Также появилась возможность атаковать больше одного раза за ход, если, конечно, для этого имеется достаточно количество очков действия. За уничтожение врагов и прохождение уровней персонажи получают очки и улучшения, которые впоследствии могут быть потрачены на приобретение и развитие специальных навыков. Каждый герой изучает способности 6 групп, от них зависит роль данного героя на поле боя. Некоторые изменения были внесены в систему конструирования боевых машин, в частности вернулись руки со встроенным оружием, присутствующие в первых 2 частях. Существенно расширились функции ранцев, появились сенсорные, электромагнитные, радио, турбо и ремонтные модели. Игра берет практически любого поклонника данного жанра хорошо проработанным геймплеем, кастомизацией ванзеров и сюжетом.
Дорогие друзья, я в середине видео говорил, что PlayStation 2 полна действительно прекрасных японских ролевых игр, но я не мог сделать свой топ лишь из этих игр, поэтому здесь их всего лишь две, это Final Fantasy и Xenosaga. Но я очень хочу, чтобы вы понимали, что именно эти две игры это как собирательный образ всех хитовых японских RPG на консоли PlayStation 2. Мне кажется, ни одна другая платформа больше не может и не сможет похвастаться таким-то внушительным количеством игр этого жанра. Ну а крайней игрой в этом топе сегодня стала GTA San Andreas. Эта игра была выпущена эксклюзивно для консоли PlayStation 2 и целый год существовала только там. Все-таки круто, что этот шедевр в итоге завезли и на другие платформы. Действие игры происходит в 1992 году в окрестностях штата Сан-Андреас. Игрок управляет главным героем Карлом Джонсоном по кличке Си-Джей. Как и в двух предыдущих играх, в озвучивании игры были задействованы многие выдающиеся актеры и музыканты, выступившие как в роли персонажей ведущих и второстепенных, также и в роли диджеев внутриигровых радиостанций. Сан-Андреас также стала первой игрой в серии, где персонажи широко и открыто использовали грубую, ненормативную лексику. Этот шедевр способен заключить вас в свои крепкие объятия на долгие-долгие недели. Все это время вы будете абсолютно потеряны для остального мира, имейте в виду. Кстати говоря, многие из нас в то время застали диск с одним и тем же корявым переводом. Такое ощущение, что эти локализаторы от бога просто взяли весь английский текст и тупо закинули в Google переводчик. Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? Что ж тут поделать, ребят, жизнь такова, что все мы иногда бываем потраченными. От этого, как говорится, никто не застрахован. Но зато в итоге мы получили забавные мемы, которые сейчас понимает лишь определенная часть людей. Ну и вы, друзья мои, если до сих пор не знали, теперь знаете. Так что добро пожаловать в клуб. Ну а на этой ноте мы заканчиваем это видео и серию топ-видео о ретро-играх. Спасибо всем огромное, кто досмотрел это видео до конца и кто смотрел 3 предыдущих топа. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайки, друзья. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Впереди новые видео. Всего вам доброго.